Всем привет! Меня зовут Ольга Ткалич. Я психолог, специалист по аутизму и куратор ABA. Сегодня я с вами хочу поговорить про театральную терапию. Что это такое, с чем ее едят и кому она полезна. Что такое театральная терапия? Это использование техник театра не для театра, а с целями развития навыков коммуникации и навыков социального общения. Скажу несколько слов о том, какие навыки лучше всего развиваются при театральной терапии. Первое – это навык считывания и распознавания эмоций. Когда вы выступаете в роли рассказчика или актера, вы должны рассказать свою историю и рассказать, какие эмоциональные состояния вы там испытывали. Актерам необходимо, в свою очередь, считать эти эмоции и отыграть их. Для этого, естественно, необходимо отточить навык распознавания эмоций, считывания и выражения эмоций. Также развивается навык подстройки под физическое взаимодействие с партнером, потому что 4 актера на сцене, они постоянно между собой взаимодействуют. Следующий навык, который развивается, это навык встройки, плавного встраивания в беседу, потому что мы изучаем умение жить в разных темпах, в разных ритмах, и вы научаетесь плавно встраиваться в чужой разговор, в нужном темпе держать свою речь, в зависимости от того, как партнер с вами общается. Все это развивается за счет навыка подстройки под ритм и темп другого. Да? Не перебивая других людей, не заползая на часть их речи. И это дает умение говорить в максимально подходящем темпе и ритме. Не слишком быстро, не слишком медленно, а в подходящем ритме, что дает комфорт от общения с вами. Следующий важнейший навык – это выделение сути рассказа. Потому что, как я уже говорила, у нас есть рассказчик и у нас есть актеры. Когда рассказчик рассказывает свою историю, актерам необходимо выделить суть из этой истории, чтобы отыграть ее. Потому что если они будут отыгрывать все детали, рассказчик просто не узнает свою историю. Поэтому у нас определенный тренинг именно на выделение сути рассказываемой истории. При аутизме это составляет большую проблему, когда человеку сложно понять, о чем был этот рассказ сейчас. То есть он вроде бы слышал, слышал все детали, но выделить центральную линию иногда затруднительно. Следующее – это навык донести суть вашей истории. Вы как рассказчик, также рассказывая свою историю, доносите некое сообщение. То есть там есть некая центральная линия, да? И вам необходимо научиться ее выражать. А так как на тренинге мы все время меняемся местами, в течение одного занятия вы и актер, и рассказчик, и много раз происходит смена, то в обоих позициях, получается, вы оттачиваете эти важнейшие навыки. И скажу еще про навык смены стереотипа поведения. Потому что, когда вы играете чужую историю, это каждый раз новая форма отыгрыша одной и той же эмоции. У нас эмоций не так много. Вы играете переживания, но каждый раз отыгрыш, он будет разный. Актеры будут звучать по-разному, будут двигаться по-разному, будут лицом выражать эмоции немножко по-другому в зависимости от окраски истории. Стереотип начинает и быть гибким, что дает большую свободу в проявлении себя в обычной жизни, что дает возможность стать более успешным в коммуникации, в общении со своими учениками, соучениками, со своими работодателями, в своей семье, в личной жизни, в построении отношений в личной жизни. В конце скажу, что сейчас я набираю группу по театральной терапии. Она будет очная и будет проходить в Москве. Если вы живете в Москве и вам это актуально, то пишите или в личные сообщения на WhatsApp, номер указан под видео, или в комментарии. Я вам тогда подробную информацию пришлю. Количество человек в группе будет до 9 человек. Все. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. Не буду больше напоминать. Всего доброго, будьте здоровы, пока.